Темной ночью в темной комнате на столе, покрытым черной скатертью, стоял черный ларец с загадочной надписью «Восьмой ужасный исполнитель». Исполнитель воли кривого Хармона, злого духа заглушенной камеры. Все восхваления побрякушек — это художественный свист. Автор продался за понюшку табаку. Куплены все. Верить нельзя никому. Мне можно. Приветствую вас, друзья. С вами, как всегда, я, Александр Щербин. Опять таинственный и загадочный. Но серьезный. Почему мне можно верить, спросите? Да потому, что у меня есть чурик. Итак, трипологический перформанс закончен. Начинаем серьезный разбор изделия, по иронии судьбы, называющегося Performer 8. Однако этот замечательный предмет послужит нам лишь поводом, чтобы разобраться с действительно важным вопросом, терзающим всех, кто увлечен поиском так называемого правильного звука. Более конкретно, правильного звука в наушниках. Существует ли он? Сейчас вы это узнаете. Итак, Performer 8, цифра 8 означает число драйверов внутри каждой из этих затычек. Информация для невладеющих цеховым жаргоном. Затычки – это популярное название внутриканальных наушников. Вот таких. Все это затычки. Наушники, плотно вставляемые в слуховой канал. В англоязычной среде их принято называть аббревиатурой IEM – In-Ear Monitors. Есть еще неплотно вставляемые. Их обзывают вкладышами, по-английски buds. Большинство IEM-ов по большому счету мониторами не являются. Этот термин перекочевал от эстрадных деятелей культуры, которые их действительно используют для мониторинга. Мониторинги чуть позже. Я вам сразу скажу, что эти затычки, этот ужас в ночи, мне очень понравились. Да-да, понравились. Они не только красивые и удобные, но и звучат приятно безо всякой коррекции. Скорее всего, их звучание понравится и вам. И вообще, большинству людей. Как ни странно, этому есть вполне научное объяснение. Я вам его предоставлю, но прежде познакомимся с параметрами и конструкцией этих наушников. Это наушники гибридного типа. В них установлены один динамический драйвер и 7 арматурных. BA означает Balanced Armature, или по-научному излучатель со сбалансированным якорем. Активная составляющая импеданса Performer 8 – 24 Ома. Такое сопротивление подойдет практически для всех плееров, мобильников, усилителей и прочих источников фонограмм. Чувствительность производитель не указал, и я, признаюсь, ее не измерял. Но она, по версии, большая. Гораздо больше, чем у затычек с динамическими головками. Иными словами, они громкие. Даже очень. Амплитудно-частотная характеристика АЧХ формируется не только электрическими фильтрами или кроссовером, но и акустическими фильтрами в виде трубок. В трубку низкочастотного фильтра вставлен также акустический демпфер. Мне приходится судить о конструкции по картинкам, потому что наушники неразборные, а ломать их мне не хочется. Вот эти наушники Кинера Фрея, герои предыдущего фильма, послужат нам сегодня точкой отсчета для сравнения. Сравнивать мы будем также еще с парочкой затычек гибридного типа, то есть с присутствием в их конструкции того или иного количества арматурных драйверов. Все эти наушники мне нравятся, я ими пользуюсь,
они все по-своему хороши. Однако в нюансах есть различия, и их, конечно же, можно услышать и обнаружить инструментально. Конкурентами нашего ужаса будут Kinera Freya, 3 арматурных драйвера и 1 динамический, KZ ZS-10 Pro, 4 арматурных драйвера и 1 динамический, и Mi Pro HD по 1 арматурному и динамическому драйверу. Количество арматурных драйверов в них несколько меньше, чем в нашем ужасе. В нем их целых 7 штук. Но мы посмотрим, перерастет ли это количественное превосходство в качественное. Небольшое разъяснение насчет ужаса. Друзья, ужас – это шутка. Те, кто владеет английским языком, наверняка ее поняли. Дело в том, что когда я прочел название бренда Awful, я даже не знаю, как правильно его произносить. Это просто непонятное слово. У меня в голове прозвучало awful, что в переводе с английского значит ужас. Ох уж эти китайцы, ай да фантазеры. А вообще есть в этом что-то эдакое, противоречивое. Возвращаемся в серьезное русло. Основная качественная характеристика для сравнения – это амплитудно-частотная характеристика, АЧХ. АЧХ я измерял теми же средствами, что и в предыдущем фильме – самодельной установкой и программой РМА. Я вам сразу покажу АЧХ всех наших наушников. Сначала наш Awful Performer 8. Это его АЧХ от производителя, а это замеренное мною. Похоже. Это говорит о том, что имеется повторяемость. То есть все наушники этой модели будут иметь такую же АЧХ. Теперь частотные характеристики моих любимцев в сравнении с Performer 8. KZ, Freya и Xiaomi HD Pro. А теперь все вместе. Замечаете? Эти все наушники имеют примерно одинаковые АЧХ. И дело вовсе не в том, что мой измерительный микрофон не калиброванный. Кстати, качественно я его сравнивал со своим измерительным микрофоном, и оказалось, что все в порядке. Он вполне ровненький и годится для сравнительных измерений. В предыдущем фильме это плавное затухание амплитуды на высоких частотах я объяснял завалом микрофона. Оказывается, это не так. В предыдущем фильме я ошибался. АЧХ наушников именно такая, и микрофон здесь ни при чем. Этот завал правильный, сделан специально. И сейчас я вам поведаю, почему это именно так. Вопрос красивого, а может быть и правильного звучания наушников заботит всех, кто ими пользуется, и особенно тех, кто их производит. Самые прозорливые из них понимают, что восприятие фонограммы, воспроизведенной наушниками, особенно внутриканальными, должно отличаться от воспроизведенных колонками. Акустические системы и студийные мониторы я буду называть по-простому – колонками. Видя звук от колонки сначала проходит по воздуху, уши его как-то отражают, рассеивают и направляют в ушной канал, и в конце концов он попадает на барабанную перепонку. А в затычках путь звука краток. Мембрана и сразу здрасте барабанная перепонка. Логично же, что из-за такой разницы в способах распространения звука разница в звучании должна быть большая. То есть АЧХ наушников как бы должна отличаться от АЧХ колонок. Теперь вопрос. Какой для этого должна быть АЧХ наушников? Если вы взглянете на АЧХ наушников различных фирм и моделей, то они очень редко бывают ровными. Неравномерность АЧХ в полосе слышимых частот достигает очень больших значений, до 12-15 дБ. И это данные не каких-нибудь помойных моделей, а дорогих, произведенных солидными брендами. И АЧХ всех наших сегодняшних героев – вот они, кривые, как Гималаи. Что все это значит?
Ответить на вопрос, какая же должна быть АЧХ для наушников, пытались многие производители. Примерно в 2013 году этим вопросом занялся Шон Олив, директор акустических исследований компании Harman International. Эта фирма связана со многими известными брендами, например, AKG, Bang & Olufsen, JBL и других. Их штук 20, если не больше. Сейчас Harman – это подразделение Samsung. Так вот, Олив провел исследования на большой выборке людей разных возрастов, разных культур, из разных стран и так далее. Было исследовано около 300 моделей наушников. Методика исследований была весьма разнообразной. И слепые прослушивания, и субъективные подборы АЧХ для каждого реципиента на разных громкостях, на разных произведениях и другие. Короче, исследование грандиозное. И в 2013 году Олив выдал первую версию АЧХ наушников, которые понравятся всем. Эту АЧХ принято называть целевой АЧХ Хармана. На английском это звучит Harman Target Response Curve. АЧХ Хармана, конечно же, разная для разных типов наушников. Есть версия OE, Over-Ear, то есть охватывающие уши, и IE, In-Ear, для внутриушных. Интересная картина получается. Оказывается, для правильного восприятия фонограмм АЧХ затычек должна иметь подъем на басах до 8 дБ и подъем на частотах с 2 до 10 кГц до 10 дБ. А выше по частоте следует все завалить. На 20 кГц завал должен быть 15-20 дБ. Как вам такое, господа аудиофилы? Вы все дружно утверждаете, что обладаете изумительным натренированным слухом. 20 кГц и даже 25 вы воспринимаете как святой дух. А я, мол, старикашка, ни хрена не слышу выше 5 кГц. На мне, видите ли, медведь оттоптался. Как же так? Оказывается, для правильного восприятия звука в наушниках эти частоты не так уж и важны. Или не так? Я решил это проверить. Так как у меня ресурс не такой, как у Harman, выборка у меня будет скромной. Но вам всем хорошо знакомой. Это я. Я измерю свою аудиограмму с использованием всех наших наушников. И посмотрим, кто же на мне оттоптался. Я измерю АЧХ своего слуха на пороге слышимости и на комфортной громкости. Методику этих измерений я описывал в прошлом фильме. Вот эти характеристики. Да, удивительно, но оказывается, я самый обычный человек, который воспринимает АЧХ Хармана как прямую. Ну, почти как прямую. Это хорошо видно по АЧХ на комфортной громкости. Тут видна разница моего восприятия всех этих наушников. Теперь я получил объективное объяснение, почему Performer 8 мне нравится больше, чем остальные модели из нашего сравнения. Оказывается, все они самые ровненькие среди всех наушников из нашего сравнения. Их практически не нужно корректировать, чтобы фонограмма звучала корректно. Да, и звучит она очень классно. Несколько слов насчет высоких частот. Мои соображения, почему на АЧХ Хармана сделан завал после 10 кГц. Я это объясняю тем, что звуки выше этой частоты при одинаковой громкости с сигналом частотой 1 кГц звучат ужасно некомфортно. Лично я ощущаю сигнал с частотой 20 кГц, будто мне кто-то мозг пилит. Очень неприятный звук. В спектре реальных фонограмм доля высокочастотных звуков совсем небольшая. Вот взгляните. Составляющие с частотами выше 10 кГц – это как перец. С ним вкуснее, но без него чего-то не хватает. А если перца много, то
Ну, сами знаете, что будет. Для полноты картины я снял внеконкурсную АЧХ моего восприятия для моих повседневных наушников, охватывающего типа Beyerdynamic DT770. В их АЧХ нет подавления верхних частот, как в затычках. И это видно на этой кривой. Теперь понятно, почему они являются негласным стандартом в аудиопроизводстве. Наклевывается интересный промежуточный вывод. Для моего слуха АЧХ Хармана воспринимается не совсем равномерно. Для меня все же заметен подъем на частотах 3,5 кГц на 4 дБ для затычек Performer 8, а для остальных до 6 дБ. Теперь понятно, почему они кажутся несколько резкими. Кеннера Фрея слегка заваливает низы. Хоть люди, в частности я тоже, практически глухи к восприятию барабанными перепонками частот ниже 20 Гц, Кеннера Фрея вообще можно считать их не воспроизводит. KZ и Mi на высоких частотах по восприятию практически одинаковые, несмотря на то, что количество арматурных драйверов в них разное. У KZ 3, а у Mi всего один. Но KZ выигрывает на частотах ниже 50 Гц. В принципе, эта разница не сильно заметна на музыкальных произведениях, а на речи вообще никак не воспринимается. Что же это получается? Performer 8 оказался лучшими. Заметьте, что Чурик тут ни при чем. И по объективным, и по субъективным оценкам Performer 8 выигрывает у остальных моих очень нехороших затычек. У них самая плоская АЧХ восприятия. Сейчас самая необъективная часть этого фильма. Какие наушники красивее? Они все хороши по-своему, но в конкурсе красоты Performer 8, на мой взгляд, победитель. Обалденно красивые наушники. Мне вообще желто-коричневая палитра очень нравится. Вы, кстати, наверняка заметили, что оформление канала Ansam тоже сделано в этой гамме. Форма и размер Performer 8 слегка отличаются от наушников Freya, которые в мои уши помещаются как влитые, но и Performer тоже сидят очень удобно и к тому же не сильно выпирают из ушей. Это важно, если вы захотите использовать эти наушники в качестве мониторов для выступлений на сцене или ведения трансляций. Однако для мониторов есть свои специфические требования. Ах да, не все поняли, о чем речь. Вот об этом. Видите, у исполнительницы в ушах наушники. Это и есть мониторы. В них она слышит микс сопровождения и своего вокала в удобной для нее пропорции и с индивидуальной коррекцией. Раньше на живых концертах чаще использовали мониторы в виде колонок, смотрящих на исполнителя. Но у такого вида мониторинга есть много минусов. Только одна зона, где есть нормальный для исполнителя звук. Большая вероятность, что усилитель засвистит. Не дай бог подойдешь близко с микрофоном к монитору, и поднимется вой. Лишние ящики портят вид шоу. Они дорогие, да и персоналу таскать лишний груз – стоящее удовольствие. А тут на поясе маленькая коробочка, бодипак и затычки в ушах. Удобно, красиво и дешево. Теперь о специфике затычек для мониторинга. Когда в уши вставлены мониторы и исполнитель начинает петь или говорить, то его собственный голос воспринимается иначе из-за того, что перекрыта естественная передача звука через воздух, а восприятие через костную проводимость получается сильно акцентированно. Громче будут восприниматься даже звуки, передающиеся через пол сцены. А если по ней еще кто-то пляшет, ой... К тому же, если мониторы подогнаны под ушной канал не идеально, то могут быть слышны посторонние звуки от движения челюстями. Это неприятно.
В моем речевом аппарате, например, есть резонанс на частоте около 120 Гц, и мониторить обычными затычками без соответствующей коррекции АЧХ мне крайне некомфортно, а иногда просто невозможно. Подъем затычками басов плюс эффект близости микрофона – все это так сильно подчеркивает этот мой резонанс, что в ушах слышен сплошной бубнёж, который перекрывает значимую часть спектра моего голоса. Вы уже догадались, к чему это я веду. Требования к внутриканальным мониторам совсем другие, чем к затычкам для прослушивания фонограмм, исходящим не из вашего нутра. АЧХ мониторов в идеальном случае подбирается индивидуально для каждого исполнителя. АЧХ обычных затычек для мониторинга вполне можно скорректировать эквалайзером, но эквалайзер в индивидуальном приемнике, бодипаке, это редкость. Лично мне пока не попадались такие. Получается, что для регулировки АЧХ монитора нужно договариваться со звукорежиссером. Хорошо, если концерт сольный, тут проще, а если исполнителей много и каждому выставляй свою АЧХ на канал монитора, а если еще и бэки используют не индивидуальный ИЭМ, то тогда звукорежиссеру проще повеситься, чем каждому из них ставить индивидуальный скорректированный канал. Какой пульт еще имеет так много дополнительных выходов, этих ауксов? Обычно парочка и все. В действительности же сделать подходящую АЧХ мониторов проще, чем для затычек обывателей. В мониторах можно обойтись только арматурными драйверами. Собственно, так обычно и поступают. Если взглянуть на АЧХ популярных профессиональных ИЭМов, то можно сильно удивиться. Музыку в таких слушать, можно. Низкие частоты в мониторах редко нужны. Для баритонов и басов они не нужны по той же причине, что и для меня, а у теноров и у женских голосов субтонов в спектре не так уж и много. В общем, без низов можно обойтись. Для серьезных вокалистов внутриканальные мониторы изготавливают индивидуально не только по АЧХ, но и по форме ушей. Их отливают по слепку их ушей. Инструментальщикам мониторить в затычках несколько проще. У них вопрос костной проводимости не актуален. Они могут использовать даже бытовые затычки. Я сейчас описал общую картину мониторинга, но требования и предпочтения каждого артиста могут очень сильно отличаться от моего описания. Их требования могут быть как рационально обоснованными, так и обусловленными банальными капризами, модой или профессиональной деформацией. Звезды, они такие. Можно ли мониторить в Performer 8? Информация для правильного ответа у вас уже есть. Почему бы и нет? Из сегодняшнего набора затычек лично мне для мониторинга без дополнительной коррекции больше подходит Freya. У нее меньше низов, и сидит она в моих ушах плотнее. Теперь еще один вопрос. Есть ли другие способы сделать звучание наушников приближенным к звучанию через воздух? Конечно же есть. Если вы думающий человек, и тем более инженер, то наверняка уже придумали минимум парочку своих чудо-способов. У меня, например, сразу же возникла идея использования звукового процессора, с помощью которого можно сымитировать любое звучание и даже акустическую атмосферу любого концертного зала. Но я погуглил, и оказалось, что не я это придумал. Все уже украли до нас. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Например, есть технология, которая называется VDSFT+, Virtual Diffuse Sound Field Technology. Но это отдельная большая тема, о ней как-нибудь в другой раз. Есть работы по исследованию так называемой Head-Related Transfer Function. На русский это переводится коряво как-то головосвязывающая передаточная функция. Суть ее в том, что она учитывает анатомические особенности восприятия звуков. А еще я как-то раз встретил описание одних очень интересных затычек. В них был расширен диапазон частот от 5 Гц до сотен кГц. В них установили кучу драйверов,
динамический, массово-арматурных, электростатический для ультразвука и, наконец, самое интересное – драйвер для костной проводимости, чтобы имитировать восприятие телом сверхнизких частот. Занятно было бы послушать такие наушнички. Да, чего только не придумают пытливые умы. Итак, любопытное наблюдение. АЧХ Хармана показывает, что составляющие звукового спектра выше примерно 15 кГц для подавляющего большинства людей не нужны и даже дискомфортны, если они есть. Для меня это пока не совсем понятно. Из этого следует противоречие с концепцией Hi-Res. Получается, что Hi-Res с их обязательными 40 кГц – это глупость. С другой стороны, уровень этих 40 кГц нигде не оговорен. Хоть минус 60 дБ и сгодится. Если так, то никаких претензий. Да ладно. На эту тему я уже вещал, и в этих кривых 40 кГц есть рациональная подоплека. Но у нас сегодня речь не о ней, а о любопытной кривой Хармана и наушниках Performer 8 от фирмы со странным названием Afful. Сегодня они заслужили мою высшую оценку. О чем же еще вам рассказать, друзья? А на сегодня все. С вами был я, Александр Щербин. Познавайте мир.